Итак, всем привет! Я сегодня расскажу о том, как буквально за несколько простых шагов можно сделать свою закваску для сыра с нуля. Вам не обязательно нужно покупать те закваски, которые производятся в лабораториях отдельно. У них есть свои плюсы или минусы. Причина, почему я пропагандирую использовать свою закваску, это была причина, почему я вообще начал делать сыр. Я задавался вопросом, как сделать так, чтобы не покупать вот этих заквасок и в чем там суть. Почему один порошок добавляешь один вкус, другой порошок добавляешь другой вкус. Тогда я после практики с выпечкой хлеба понял, что что-то подобное происходит в сыре. Именно благодаря бактериальной жизни, которая происходит в молоке, есть разница между одним видом сыра и другим. То есть те сыры, которые мы знаем, как швейцарский, французский и так далее, все они похожи по группам, то есть есть твердые, есть полутвердые, есть мягкие, есть там с плесенью. Но главное отличие в них в том, что они используют молоко определенного своего региона и те культуры бактериальные, которые в основном живут именно там. Поэтому как сделать это в ваших условиях, как сделать закваску, которая будет вот оригинально происходить из вашего места. Впрочем, то, что я вот делаю последние уже 1,5 года. Если у вас нету свежего молока, если у вас только есть покупное молоко, можно приобрести кефирный гриб. Его можно найти на OLX, на Авито. Просто зайдите в Google, наберите, где его приобрести. Используйте его для того, чтобы добавить в молоко даже пастеризованное. И он вам поможет стартануть. Я лично грибом пользовался. Немного он, как по мне, показался сильным. Возможно, из-за того, что я в основном летом это делал, а летом и так реальный фон повыше. Поэтому, в конце концов, я перешел просто на использование сыворотки с предыдущего раза. Опять же, это из-за того, что я делаю сыр каждый день. Но даже если вы будете делать хотя бы 2 раза в неделю, закваску можно оставлять на 2-3 дня в холодильнике. Не лучший вариант, но вполне неплохо. Итак, у вас есть вот просто молоко сырое. Оно еще комнатной температуры уже охладилось. Это из утреннего надоя. Сегодня из него мы сделали сыр, а немного я оставил для примера. Вы просто наливаете его в баночку, закрываете и оставляете при комнатной температуре на 2-3 суток. В зависимости, это будет от зимы или лета. Оно должно будет скиснуть, и в результате вы получите вот такой, вы видите, плотный сгусток. То есть я сюда ничего не добавлял, оно скисло само по себе. Я сейчас вместе с вами его попробую и попытаюсь объяснить, какой он на вкус. Как вы видите, очень плотный сгусток, сверху четко видно отделилась сметана, снизу сгусток сам молочный, но он такой же плотный. Сметана просто бомба, это просто скисло само по себе. Важно, что я его не охлаждал, молоко было теплое, мы его сразу поставили на скисание. Но для того, чтобы сделать эту культуру еще лучше, я вам рекомендую сделать после первого того раза, как вы оставили, возьмите немного этого же сгустка, вы видите, какой он плотный. Летом он будет еще плотнее. Сейчас зимнее молоко. И добавьте, опять же, в том соотношении, о котором я говорил в предыдущем видео, 2%. Это на вот здесь миллилитров 250, нужно добавить это 5 грамм. Это будет как раз чайная ложка. Хорошо его перемешайте и оставьте на скисание, и уже на следующий день, скорее всего, зимой опять же может быть чуть дольше, у вас будет более чистая культура. И ее уже в пропорции 2% объема молока используйте для приготовления вашего сыра. В теории вы можете каждый день или раз в 2 дня по мере его скисания постоянно поддерживать эту культуру. Но практичнее будет, если вы делаете сыр хотя бы раз в 3 дня, использовать просто сыворотку. Но таким образом вы можете стартовать культуру как закваску для хлеба, также закваску для сыра. И это будет закваска, которая присуща именно вашему сыру, вашему региону. И поэтому ваши сыры будут отличаться. Вы можете делать твердые, полутвердые, мягкие, с плесенью, но вкус будет немного отличаться. По сути, одну и ту же закваску используйте для любого сыра. А уже диверсификация сыра будет за счет его типа приготовления. То есть размер зерна, температура, о чем будем говорить в остальных видео. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилась эта информация, показалась вам полезной, ребят, поделитесь с кем-то, кому это также будет полезно. До следующего видео.